Господи, как же давно меня не было. Просто ушел делать набор для Sims 2 и не вернулся. И я ведь еще записал первую часть стройки 27 марта. И пропал просто. И все это время я строил. И вообще этот дом должен был быть просто приурочен к моему набору по конвертации Sims 4, как он там называется, Handful Bagley, загородная жизнь, обосраться. И я очень долго и упорно его делал для своих подписчиков на Патреоне, и потом выложил в открытый доступ. И просто подумал то, что было бы неплохо еще сделать к этому домик, потому что там такие красивые объекты, мне так нравится этот набор. И в итоге я записал стройку на часов 5, потом сократил до 2, и в итоге оно все еще было слишком длинным. Отрындеть 2 часа это, знаете ли, чересчур. Поэтому я ее слишком ускорил, и те, кто будет смотреть, конечно, эпилепсия, будь здоров. Поэтому здоровья всем погибшим. Я не знаю, как вы это будете смотреть, как я это буду озвучивать, самое главное, на час. Потому что, в отличие от нормальных блогеров по Симсу, у меня-то нету подписчиков, которые мне задают вопросы, на которые я могу древом растекаться только так. Ну а что сделал, то сделал. В итоге, когда я делал эти конвертации, я все складировал на одном участке и перекрашивал в черный цвет. И мне так понравилось, как это выглядит. Просто у многих объектов в Sims 4 есть очень красивые перекраски, но в оригинальных цветах, в которых они поставляются, мы этого, к сожалению, не видим. И поэтому часто думаем, что какие-то, херовые объекты. На самом деле нет, и одежды тоже. И я пошел поиграть в Sims 4 и пропал там. На эти 5 месяцев, наверное, да? Сколько там уже? В общем, продолжаю все еще играть. Sims 2 даже не захожу и не смотрю. И что-то мне так в кайф. И я даже записал династию. Хотя я никогда не занимался никакими династиями нигде в Симсе. Поэтому, возможно, ждите еще, хрен знает, когда ролик по династии в Sims 4. И всякие интересности. Возвращаясь к дому, я как раз смотрел на объекты в черном цвете, потому что они просто шикарные. Я не знаю, какой бог придумал сделать все сельские расцветки еще в черном цвете, но выглядит прям супер. Мне захотелось построить какой-нибудь дом в стиле Handful Bagley, такой же, какой бы мог быть в Sims 2. И как бы это все могло выглядеть. К сожалению, у нас в Sims 2, правда, нету никакого контекста и нету никаких подобных очень красивых миров. Поэтому приходилось выкручиваться, как я только мог, и придумывать вообще окружение, какое могло быть для этого дома и все такое. Но кастомные материалы спасли мир, и я хотя бы немножко смог сделать атмосферу для этого дома вокруг. Касательно самого дома. Что там по поводу технической информации? Melancholic Farmhouse. Он стоит 152 500 миллионов. В нем проживает одна семья. Собственно, это мать, отец, сын и дочь-подросток. И все. Они вот такие вот заняли гигантский дом. И он поначалу мне казался вообще необъятным, потому что как строить в таких помещениях на таком гигантском участке? Я, кстати говоря, не помню, какой это участок. По-моему, это 64/64, но не факт. Но в итоге места оказалось так мало, если честно. Я уже, не знаю, выкручивал столько, как мог. С другой стороны, не особо понятно, чего можно было то поставить в принципе. Но мне хотелось прям максимально заполнить все объектами из дополнения, которое вышло в каком-то 21 году, да? Сколько уже лет-то прошло?
Или 22-й, когда там выходила эта загородная жизнь. А у меня только сейчас руки добрались. И знаете, так обидно вообще-то то, что этот набор просто не возымел никакого интереса у тамблер-сообщества. Там что, 200 лайков всего лишь, кажется. У меня набор по Комарыбе, как он, Снежные просторы. Вот Снежные просторы занял там чуть ли не 1000 лайков вообще набралось. Я не знаю, что за фигня. А тут такой же классный просто. И вот и объекты, многих которых не было никогда. Их никто не конвертировал. Эти классные крыши, просто эти крыши, ну прям, я не могу, я на них смотрю, облизываюсь, шикарные. А столько труб, которые теперь, они функциональные. Я их сделал функциональными. И всем пофигу, я не знаю. Типа все такие посмотрели, видимо, никому нахрен не нужна сельская жизнь. Обидно, ну ладно. В общем, в итоге после этого я как-то перестал конвертировать, потому что, не знаю, хандра на меня напала, видимо, какая-то. Я пока что остановился и ушел в 74. И я понял, насколько все-таки мало объектов в 72. Потому что я сначала начал строить этот дом, потом сделал перерыв, ушел в 74, поиграл там, вернулся сюда, и поэтому можно будет видеть, как я периодически дублю и пытаюсь нажать не в ту сторону. И там есть уже наборы, которые лично я считаю какими-то базовыми, по типу вот этот набор для умывания, что-то как там назывался, ванной, что ли, и мелочи, и все такое классное. И вот этот чердак, или подвал там, который вышел, тоже просто непонятно, как без него жить, и как жить без коробок, в которых можно запихать кучу вещей. И штор вообще нету в 72, оказывается, у меня ничего не скачано, поэтому я, пока сошел до дома, пошел докачал некоторые объекты, по типу вот этого подвала и сантехники. Нет, не сантехники, мелочевки для ванны. Вот. И хоть как-то смог обустроить этот быт, потому что очень-очень сильно не хватает мелких деталей. Прям обидно, как хочется их в 72, а нету. В итоге приходится конвертировать, доскачивать. И еще я попутно, когда сделал этот набор, мне написали вообще в Тамблере, типа, а ты в курсе, что у тебя все картины и все настенные элементы короче, в момент, когда их ставите на диагональную стену, они все нахрен превращаются в архитектурный элемент, как он называется, портик? Не портик, что-то другое, ладно. И я просто после этого выпал, потому что я очень долго искал и пытался сделать такие шторы, картины, которые бы не ломали ни двери, не ломали ни окна. И при сохранении участка и скачивании там его из захода у вас было бы все нормально, то что можно было бы двигать там шторы, например, по стене и менять им высоту. А в итоге, все не ломает вроде как, а вроде ломает, а вроде оно само ломается. Я теперь уже не знаю, что делать с этим, потому что еще вышел новый мод, который на передвижение. Сначала был этот мод от Ламар, где можно объекты выше-ниже ставить, а теперь вообще вышел какой-то магический, там ничего не ломается, ни двери, можно загораживать вообще двери на полклетки, тим все равно будет проходить. Ставите рядом окна, арки, вот это все. И так классно вообще, я его скачаю, наверное, себе. Но вот этот участок построен без него, поэтому он вам, в принципе, пока что не нужен. Что еще сказать по поводу семьи, которая живет в этом доме? Обычная сельская семья, мать ляжет, отец всякой фигней занимается по дому, у них есть собственная ферма, там стоит корова, которую тоже я делал, там сено раскидано, у них большая огородка, за которым нужно ухаживать, тоже сделанный грядки моими ручками. В грядке, правда, если вы будете играть, то засуньте туда, скачайте
как это называется? Или я ставил? Нет, не ставил, по-моему. Огород. Короче, этот объект для сажания в землю для огородничества. В Sims 2 называется «Мать, сырая земля». И сделали такие же круглые грядки, которые становятся еще и невидимыми. Их можно ставить вообще куда угодно, и ваш сим будет все это прекрасно поливать. Поэтому вам нужно будет скачать вот эту вот круглую грядку и засунуть в каждую грядку, в которой вы хотите сажать растения. Не советую, потому что Sims 2 сажать растения — это, конечно, ад тот еще. Просто все дохнет, тухнет. Я себе после 4, после этого прекрасного садоводства, вот не перестаю вообще хвалить садоводство 74, насколько оно мне нравится. Но после этого я скачал себе 2 мода в Sims 2, чтобы растения не тухли и не умирали по ночам, когда нужно вскакивать в 3 часа ночи, быстрее бежать все поливать, иначе оно умрет. И чтобы не падала вот эта штука. И чё? Еще чтобы все можно было собирать быстрее, и не нужно было каждый раз все высаживать заново. Вот. Ну, конечно, сейчас вышли вот эти вот большие грядки. Ну, как сейчас? Когда вышли вот эти вот большие грядки в Sims 4 с, что там, тыквы, кабачки, ой, нет, баклажаны, еще какая-то фигня, то там, конечно, нужно все заново высаживать. Эти крупные культуры, как они называются. И вот я думаю, это же то же самое очень хочется для 4. А вот все остальное, пускай, ну хрен с ним, типа, не обязательно, чтобы каждый раз его высаживать, потому что рехнётесь просто. У меня симы впятером на не таком большом саде, огороде упахиваются просто с утра до вечера. А в 74 ты вот с этими грядками можешь одну грядку просто полить одним симу. Вообще, один сим может за раз поливать 4 грядки, если они стоят рядом. Это так удобно. Почему это не сделали в Sims 2? В Sims 2 нет, вот нужно, чтобы он каждую грядку отдельно брал лейку и отдельно поливал. И эта анимация еще такая долгая, что он ее 5 часов может одну грядку поливать, все равно будет все не полито. Ну да, ладно, это я, не важно. И чем занимаются дети? Да ничем. Собственно, мелкий просто натуралист, скаут, а его сестра, которая с ним не в ладах, она занимается этими оккультными штуками. В общем, готка самая настоящая, и дом поэтому ему подстать. А так, в целом, они не готы. Также скажу немного про эту архитектуру, потому что я очень долго мучился, вообще думал, что это за архитектура, такая. Потому что непонятно. В SimsWiki ничего не написано про это. В итоге я полез, значит, искать. Я же помню из изучения архитектуры то, что оно распространено в сельской Англии. Но как оно называется, я не знаю до сих пор. Вообще похоже все это на какие-то дома хоббитов. А по факту оказалось то, что это такая архитектура, которая вообще была аж до нового времени, очень-очень долго, но она была распространена лишь в Уэльсе, Шотландии там и еще где-то. Потому что в самой Англии строили как раз вот эти вот файфех, в общем, файфех, тюдорские дома, скажем так, из дерева. А вот в Ирландии и Уэльсе там почему-то, и в Шотландии, были почему-то распространены именно каменные дома. И вообще сам Хэнфортон-Бегли основывается как раз-таки на каком-то определенном городке, в котором было этого камня, назывались какой-то там супер классный известняк, что ли, какого-то дико давнего периода, чуть ли не мезозойской эры, который еще и становится желтым, оказывается, при высыхании и там выветривании всех этих пород. Поэтому все домики в Хэнфорде такие вот желтенькие, интересные. У меня это подобный дом. Вообще изначально просто потому, что думал, что это обычный дом из сена. Как там нафта. Какой-то поросячий. Такой типа сарайчик, амбарчик. Вот. И подумал, как бы обычная архитектура, как будто бы сельская, в сельской местности, какая-то мазанка, поэтому он у меня такой вот весь вымазан какой-то побелкой, чем это. Чем мажут дома? Я не знаю. Интересно.
В общем, поэтому он вообще не каменный, ну, то есть выкрашен, по крайней мере, таким образом, а внутри-то хрен знает, что у него там находится. Потому что вроде как внутри этих домов каменных в Англии что-то было написано про плетение, про плетенку, но я не уверен, что это такое. Это типа плетеный забор. И они что, засовывали вот эти вот плетни внутрь, в сами стены, непонятно. Но что меня еще удивило, то что там еще это не просто как бы каменная кладка, а это еще и сухая каменная кладка. То есть они как-то таким образом ставили камни друг на друга, кирпичи, что они еще не разваливались. Вообще не понимаю, как это работает. И оно вот было очень долго распространено, но потом все равно Тюдоры в Фачах, как раз-таки, которые являются вот этой соломенной архитектурой, поэтому все дощечки как бы на зданиях, которые там всякий узорчик делают геометрический, на самом деле это каркас дома, а внутри стен там находится навоз, да, сено. Все, чаще всего. Вот. А этот дом другой, и интересно, там достаточно было много всяких разных интересных решений внутри дома, которых я не знал. То, что, например, в центре ставился камин, открытый очаг. И с одной стороны готовили, а с одной стороны была кухня, а с другой стороны были жилые помещения. Это вроде как логично. У меня вроде как стоит там камин, но непонятно, насколько это, потому что кухня вообще отделена, и до нее пламя явно не доходит. Но в доме, чтобы было потеплее, самое главное. Поэтому вот так вот выкручиваемся как можем. Но это интересно. Еще интересно то, что они действительно называются вытянутые дома, потому что у него такая конструкция, что он очень длинный, с одной стороны, и у этого длинного дома, с одной стороны, находится хлев, в котором жили там скотины, а с другой стороны находится, наоборот, вход. И то, что вам нужно пройти как бы весь дом насквозь. Я был один раз в подобном доме, но это был, конечно, старокупеческий, там тоже было такое расположение, то, что вы заходите как бы, и потом проходите через кухню, потом проходите через первую комнату, потом через вторую. То есть как таковой вот какой-то гостиной там нету. То есть нужно просто пройти через жилую комнату. И это все, конечно, дало неудобства для жителей, которые стали делать их доходными домами в какой-то момент. Потому что в доходных домах, очевидно, нужно, чтобы между комнатами были стены, вообще какая-то приватность. А тут на тебе. И в итоге вот в Уэльсе стали делать такую штуку, то что они ставили, короче, большую мебель, и, например, между ней еще плетеный заборчик мог быть. И тогда получалось какое-то вот подобие таких вот комнат. Но потом это все, собственно, ушло. Собственно, дома я дам на скачку. Заходите в мой тамблер, скачивайте этот набор, подписывайтесь на меня везде, и я не прощаюсь.